Всем привет! Я вас приветствую на канале, где мы говорим про современное танго, смотрим современное танго, рассуждаем, анализируем и пытаемся понять, как сделать свое танго крутым. Надеюсь, мои, во всяком случае, попытки объяснить что-то, разобраться в чем-то, я не претендую на то, что истину в последней инстанции, но как минимум повод задуматься, о чем-то порассуждать. Надеюсь, что вы это здесь находите. И сегодня у нас очень интересный разбор будет, разбор очень крутого танцора, без которого современное танго нуэво в мире сложно представить. Когда-то давно, когда еще Чичо Фрумболи не был столь известен и популярен, как сейчас, а такое время было, не все это помнят, но мне один преподаватель, а точнее Алексей Барболин, город Санкт-Петербург, когда все фанатели по Себастьяну Арсе и говорили то, что Арсе это вот как бы нуэво, какое оно должно быть, после его выступления на Сито 2006 года, мне Алексей сказал то, что есть еще более такой крутой чувак, который прям вообще нуэво-нуэво, но он на тот момент не был столь популярен. Это примерно был, опять же, какой там конец нулевых. Очень интересный в этом смысле феномен Чичо Фрумболи, который в тот момент, он уже был, в принципе, такой состоявшийся известный танцор, но он был больше известен в Аргентине. То, как он стал, в принципе, по большому счету, в мире основным человеком, кто ассоциируется с современным танго нуэво. В своем пути при этом Чичо прошел, как бы традиционный на самом деле для многих революционеров внутри танго. Я не обязательно сейчас говорю только про музыку, потому что вы можете найти интервью Астор Пьяццолы, где он рассказывал о том, что за его музыку у него были даже проблемы, и его чуть ли не избили в Буэнос-Айресе за то, что он играл слишком инновационную музыку, и под предлогом то, что твоя музыка слишком сложная, а мы хотим просто танцевать под танго, под аргентинское танго. И поэтому это одна из причин, почему основную свою музыку Астор Пьяццола и сочинял, и, в принципе, исполнял за пределами Буэнос-Айреса. И потом, уже будучи известным, он вернулся в Буэнос-Айрес, уже будучи признанным мировым композитором и исполнителем. При этом, как бы внутри, опять же, Буэнос-Айреса до его мировой известности это категорически не принимали, но после того, как вот он получил эту известность, его стали принимать. At the moment, 1955, in Argentina, the tango starts dying. The cause of it is that the music of Elvis Presley, Bill Haley, rock and roll starts coming into Argentina. And the young generation, 16, 17, 18 years old, they start getting more excited with rock and roll than with tango. They're not interested in tango. So they listen to rock and roll. Then the Beatles come in the 60s, and that's the end of the tango. But my music goes on, and the young people understood my music because it wasn't boring. I mean, the old traditional tango was very boring. It's repeated. There's no changes. There have been no changes in that music for at least 40 or 50 years until I come in. And when I come in, I'm taking away the tango, the people. It's a sentimental problem. It was like a war of one against all. They were all against me in that moment in 1954. And it was really terrible. I mean, they threatened my family. They threatened me, my son and my daughter. They gave me a beating once in the street because I was changing the music. I mean, it was fun. I mean, you should study music in this life, but you have to know how to defend yourself. You must know a little about. Today you learn a little karate and all that. It's very important too. And if you decided to change music, you better know something about boxing or martial sports. Кстати, чем хорош Чичо, то что он переехал и жил в Париже, и, в принципе, стал известным преподавателем в Париже. Уже вернувшись, он стал обретать мировую известность, и в том числе его стали принимать в Буэнос-Айресе. Еще несколько интересных фактов, которые нам нужно знать про Чичо для того, чтобы понимать его как танцора и для того, чтобы более четко
анализировать то, что мы видим на экране. Потому что, опять же, меня больше всего в таких случаях, конечно же, интересует не столько там технические элементы, последовательность и так далее, потому что все это является следствием личности человека, его культуры, его внутреннего ощущения. То есть эстетика является вторичной, то есть это является способом выражения себя. И Чича в этом, конечно же, очень большой новатор, он исследователь, он находится все время в поиске, и это интересно наблюдать, как его поиск трансформируется, как он происходит, и как этот поиск связан с тем, какой он сам. Ну, во-первых, нужно знать то, что Чича — это ученик Навейра. O sea que fueron 3 años que yo fui por todas las milongas de Buenos Aires, sin maestros y todo lo que era tango en ese momento, antes de encontrar a Gustavo. Cuando lo encontré a Gustavo, bueno, seguí el camino de Gustavo, ¿no? O sea, y ahí fue como que se enganchó como una relación a través del baile bastante fuerte. O sea, para mí Gustavo me cambió el baile, me cambió la cabeza, me cambió la vida, ¿no? Era todos los días en Cochabamba, bailando, pensando, investigando, bailando, pensando, investigando, probando. Nosotros queríamos hacer crecer el tango, no cerrarlo. Entonces queríamos dar. Siempre dimos la información. Pero digamos que a partir de ese punto que nos juntamos, todo cambió. O sea, yo creo que el tango en el mundo cambió a partir de ese punto. И будучи учеником Навейра, а кто такой Навейра? Навейра фактически вместе с Саласом, Фабьяном Саласом, это люди, которые создавали теоретическую основу для современного танго, для всего современного танго. Себастьян Арсе называет это все танго нуэво, то есть все, что придумано после 90-х годов, когда, вот опять же, Густаво и Салас вместе сделали основу для современного танго, то есть все после этого было нуэво. Да, и то, что можно это как бы танцевать под традиционную музыку, можно танцевать под нуэво, это не так важно. Важно то, что те основы, которые лежат в идее танца. И Чича, в принципе, говорит то, что он тоже был человеком, который на тот момент находился, ну, как бы в этой тусовке и тоже участвовал в теоретизировании, в поиске. Che cominciano a conoscere il mondo del tango sanno che c'è una triade, che sono praticamente Naveira, Salas, Frumboli, che comunque sono conosciuti in tutto il mondo perché hanno portato qualcosa di particolare. Possiamo parlare ore di questo. O sea, prima Gustavo è stato uno dei primi, è stato l'ultimo maestro che ha avuto, è l'ultimo, è il più importante. A me piacerebbe che avessi Ciccio e Gustavo Naveira per tutto il mondo del tango. O sea, perché quando io mi incontro con Gustavo in un festival, grazie a Rino e a Graciela che studiano con noi, è perché loro si stanno affidando di quello che noi stiamo facendo e conoscono bene quello che facciamo. Tanta gente conosce a Ciccio e a Gustavo solamente di nome o per YouTube e mai personalmente e mai si è creato come una storia, un mito intorno a questa trilogia che tanta gente non conosce. O sea, e questo lo dico e vado a dire quello che vado a dire adesso, lo dico con la più grande umiltà. E lo devo dire per lui, per Gustavo, per Fabiano e per me. Noi abbiamo cambiato il tango. Questo lo so oggi, l'ho saputo 10 anni fa e l'ho saputo quando sono arrivato qua. O sea, lo sapevo. O sea, forse sono arrogante, sono come voi. Diciamo che è abbastanza vero, per cui tanto arrogante. Però c'è gente che non è d'accordo con questo. Lo so, però. E io lo so perché ho visto la trasformazione e tutto il processo che ha avuto tutta la gente in Europa, che deve ballare di un modo, o sea, in un momento, in un periodo di 6-7 anni, il tango ha cambiato tutto, non solamente il modo, sino il sistema, sino la maniera di pensare, il ballo, la maniera di interpretare musicalmente, si è cambiato tutto e questo è per il lavoro che abbiamo fatto con loro.
con Gustavo e con Fabián 2 anni, solamente 2 anni. 2 anni? 2 anni. In 2 anni ha avuto una rivoluzione tra noi. Immagina che io sempre racconto questa storia dove era seduto di fronte a Gustavo e lui in un bar, no? Fabián non c'era, in un bar di quelli da Buenos Aires che si gioca al biliar, no? Non so, era 4 di notte, una cosa così. E noi eravamo con questa cosa in testa, no? Di capire come funzionava un bolero, una sacada, no? Tutto questo che nessuno pensava al tango in quel momento come noi. E Gustavo mi guarda negli occhi e mi dice: e adesso cosa facciamo con tutto questo? ¿No? Perché eravamo 3 persone nel mondo che stavano lavorando per noi, per il tango, e facendo una evoluzione inconsciente di questa danza. Eravamo da soli, era una solitudine enorme, noi 3 lavorando 4-5 ore per giorno. Perché? Capito? Oggi, dopo 20 anni, tutto quello che abbiamo fatto, oggi tutto il mondo nel tango lo fa. Tango scenario, tango salone, tango, tutto il mondo balla lo stesso. Vorrei che noi abbiamo lavorato 20 tanti anni fa. La sacada, cioè tutto. Еще немаловажно то, что Чичи пришел в танцы уже взрослым человеком. Большинство профессиональных танцоров все-таки это люди, которые занимаются танцами с детства. И стать профессионалом в танцах это сложно, особенно в разных культурах. Например, в России, в принципе, культура того, что взрослый человек может танцевать, эта культура достаточно новая. Ну, то есть, если еще 20 лет назад в объявлении писали то, что учим танцевать, и большинство людей, кто приходили, они как бы, ну, или вообще видели какое-то объявление, то, что научим танцевать, танцы, для них эта ассоциация была то, что танцы только для детей. Ну, то есть, я этот период помню, потому что я как раз-таки в этот период времени создавал свою первую танцевальную студию, и когда люди видели надпись там «Учим танцевать», для них, и там танцы для взрослых, то есть для них это был такой немножечко удивительный феномен, как это взрослый человек может учиться танцевать. То есть учатся танцевать только дети, а взрослые все поздно, взрослые танцуют как умеют. Тем не менее, то есть у нас это как бы история условных 20 лет. Но в культуре, например, США, даже в современной хореографии, то есть такой прям серьезной сценической бродвейской хореографии, где вроде бы там должны вообще все суперпрофессионалы быть, отдельно существует класс танцоров, кто приходит именно во взрослом состоянии и учится танцевать, и часто они становятся именно преподавателями и даже людьми, за которыми идут. Именно потому, что они приходят в танцы уже во взрослом состоянии, в более осмысленном, и у них тело уже имеет определенный жизненный опыт, оно не столь как бы отстроено под классическую выхолощенную правильную хореографию. И на вот этих взрослых людях, кто осваивает танец из взрослого состояния, танец дает другой такой флоу, другое ощущение. И, в принципе, вот внутри глобальной танго-тусовки Чичи как раз-таки выделяется даже в наибольшей степени то, что он именно во взрослом состоянии начал учиться танцевать и достиг очень-очень больших высот исполнительского мастерства. Во многом благодаря тому, что он как раз-таки танцует не так, как все. Он танцует в глобальном смысле неправильно. То есть он танцует не так, как там Сото, как танцует Копес. Нет, он танцует так, как он танцует. И здесь интересен как бы случай еще для меня, в том числе, как человек условно продвигал свой индивидуальный стиль, потому что он танцует так, как он танцует, и таких людей, как он танцует, ну, не так уж много. Кстати, Арсе, когда вот на этой Сито 2006 года, он именно танцевал в ощущении, в манере Чича, то есть это спустя там много лет, я понимаю сейчас. Но тогда мне казался это такой аутентичный стиль именно абстрактного там в целом танго нуэво. Но на самом деле Чичи является именно такой основоположником этого стиля, этого характера. Поэтому особенно будет интересно посмотреть нам это видео. Итак, такая большая была прелюдия про Чичи Фрумболи и Хуану Сепульведу. И давайте посмотрим его выступление в Париже в 2007 году. Это не самое, возможно, там такое каноничное и известное выступление, такое там распространенное, которое много кто смотрит.
То есть у него не миллионы просмотров, как других танцев Чича. Но оно мне чем интересно? Оно мне интересно, конечно же, в первую очередь своей музыкальной составляющей. Потому что музыкально это не такое там классическое традиционное танго, под которое в основном сейчас танцует Чича. И, в принципе, как бы и до вот этого периода, там, условно, парижского, и после, ну, то есть он как бы все-таки больше танцует под классическую хореографию. Кстати, когда я сейчас тоже уже, ну, как бы думал по поводу выступления Арсы, которое, если хотите, кстати, чтобы я Арсы разобрал, тоже там кликните, поставьте лайк, напишите комментарий о том, что хотели бы разбор выступления Арса на Сито 2006 года. Это, мне кажется, тоже было бы интересно. Ну, то есть я понимаю то, что он еще как бы и внешний вид, ну, то есть внешний вот этот, ну, манеру, но я думаю, вы сейчас тоже, опять же, увидите, который характерна для Чичи, там, его прическа, о чем как бы Арса рассказывал, когда впервые увидел Чичи, он это рассказывал на интервью, который тоже вот сейчас будет где-то здесь наверху, ссылочка на интервью Арсы, где он об этом говорил. Это я вижу. Смотрю. Я смотрю Марьяна скучно, сказал Марьяна. Это скучно. Что это? Вообще это не танго. Марьяна всегда была такая. Марьяна экстремисты. Вот, в общем, это очень-очень интересно. Ну что ж, давайте посмотрим, как Чича танцует танго нуэво в 2007 году, и что из этого интересного, какие интересные выводы мы можем из этого сделать. Но опять же, смотрите, общий вайб такой у Чичи всегда на расслабоне. Не очень много такого выпендрежа. Обратите внимание на контрасты между паузами и между самими движениями. Мои хейтеры любят рассказывать про несобранные ноги, а я как бы часто привожу в пример то, что в нуэво вот эта растянутость в горизонт является основой именно стилистики. Обратите внимание, то, что почти во все вот эти паузы Чичи выходит в горизонт, то есть он как бы стелется хищно вдоль танцпола. И здесь, кстати, мне очень нравится по драматургии то, что он, несмотря на то, что мелодия длинная и такая ровненькая, то начало было, начал он очень с больших пауз, такого низкого-низкого старта. Да. Самое вкусное, опять же, у Чичи, это его вот этот вайб. То, что он такой прям от него веет тем, то, что он прям настоящий нормальный мужик, а танцор это является просто его одним из способов реализации себя. То есть танец не является первостепенным, когда он находится в паре, и это притягивает больше, чем если бы он как-то там выпендривался специально. Да? То есть такой очень вкусный, на самом деле, интересный, содержательный танец. И, знаете, есть манера такая исполнения, когда танцуется как раз-таки более батловый вариант, через так называемые панчи. То есть когда точка, она такая, глубокая, основательная, и в ней есть такой, медленно подходит танцор, но прям резко срезает. Вот сейчас как бы Чич тоже будет делать такой, опа, заход резко срезал. Заход резко срезал. При этом верхняя часть, все, что он делает корпусом, это очень-очень расслабленно. И весь его образ как раз-таки говорит о вот этой такой условной неформальности. То, что он может взорваться в любой момент времени и резко приостановиться. И если в традиционном танго, опять же, вот этой стилистики, которой до этого в таком явном виде ее не было.
Вернее, она тогда прям, ну, скажем так, была популярна, но это не характерно было для традиционного танго тех времен, да и в принципе сейчас. Это очень такой тяжелый низ. То есть низ тяжелый, заземление, вот эти, то, что называют согнутые колени, это не согнутые колени, это как бы дотянутость в горизонт. То есть то, что мы не растягиваемся вверх для того, чтобы смотреться, то, что мы высокомерно на кого-то смотрим. Да, это такой хищность. Смотрите, ах, видели? Супер хлестко, быстро. Ну, и это все импровизация. Чича не очень хорошо, насколько я знаю, со слов Арсе, не очень хорошо у него с памятью, с запоминанием хореографии. Соответственно, как бы в 99% случаев того, что он танцует, я буквально несколько танцев знаю, где это 100%, ну, какая-то постановка. Ну, потому что там участвует там энное количество людей, либо как бы, ну, сама вся структура явно это постановочная. Вот, но здесь, то есть это опять же все. И видно то, что как Чича кайфует от процесса. Никуда не торопится. И это позволяет ему держать очень круто, в том числе аудиторию. Ну и вкусное, шикарное окончание. Кстати, помните, я рассказывал о том, что как профессиональный танцор отличается от непрофессионального, в том числе по поклону. Но я думаю, вы как бы, если можете посмотреть еще потом, ну, то есть ссылка на видео, на оригинал будет, конечно же, в описании, ну, то есть посмотреть на то, как Чича в конце делает поклон. Ну, то есть сразу видно то, что человек пришел в танцы не с детства, то есть его не дрессировали на то, чтобы там делать вот эти красивые поклоны с разворотами и так далее. В отличие, опять же, того же самого Себастьяна Арсе. Ну, то есть посмотрите, как Арсе заканчивает все свои танцы, и посмотрите, как заканчивает Чича свой танец. Ну, то есть это просто сразу выдает разное. И это, кстати, в этом смысле, когда это выводится как не как ошибка, а как часть образа, конечно же, это подкупает, и это производит впечатление. Итак, мы с вами сегодня посмотрели Чичо Фрумболи и Хуану Сепульведу. Это очень крутые, яркие, самобытные, необычные танцоры танго нуэво, которые существенно повлияли на развитие танго нуэво в мире. И они на данный момент являются, наверное, главными такими иконами. И как бы если в каком-то там разговоре, в любой тусовке сказать танго нуэво, то большинство будет ссылаться на них. И это происходит уже, в принципе, наверное, последние лет 10. Поэтому вам советую обратить внимание на эту пару, периодически посматривать их различные выступления, посмотреть, проанализировать. И мне кажется, то, что большинство вещей, которые тот же самый Чича демонстрирует в танце, они, ну, как бы он не до конца их интерпретирует с точки зрения, ну, как бы обучения. То есть он это не теоретизирует, он это не разбирает, он просто, у него есть определенные теоретические построения, которые больше связаны с хореографией, чем со стилистикой. Но если именно проанализировать, как стилистически выстроен Чича, то это дает понимание, куда, в принципе, танго может двигаться дальше. В принципе, чем я и занимаюсь, чем мне как раз вот это все интересно. Вот, а на этом сегодня все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Вот, если хотите еще каких-то разборов, пишите в комментариях, кого хотите разобрать. Помните то, что мы все это не критикуем, а мы разбираем, анализируем для того, чтобы наш танец у всех был более крутым. На этом сегодня все. Всем пока.